Ирина Кудряшова. Неслучайная находка. Осень выдалась ранняя. Вроде бы еще недавно стояла невыносимая жара, и вдруг резко пришло похолодание. Ветер гонял сухие пожелтевшие листья по асфальту, несмело поднимая их в воздух. Один листочек задержался на лобовом стекле автомобиля, но ветер тут же подхватил его и понес дальше, то подбрасывая, то снова опуская вниз. «Слушай, а мы успеем?» С тревогой в голосе спросила Лиля жениха, который только что припарковался на платной автостоянке. Эдуард кивнул и артистично взмахнул рукой, давая невесте понять, что у него все под контролем. Влюбленная пара спешила на празднование 5-летия совместной жизни их общих друзей. Торжество должно было состояться в ресторане, который находился на территории парка. Солнце уже успело спрятаться за горизонтом, чтобы луна заняла свое законное место. «Будет некрасиво, если мы опоздаем, а нам еще минут 10 как минимум идти пешком. У меня каблуки!» Не переставала беспокоиться Лиля, которая каждую минуту нервно поглядывала на часы и раздраженно качала головой. «Ничего страшного не случится, даже если мы на пару минут опоздаем. Мы же не к президенту на прием идем. Будь спокойнее. Ну что ты так волнуешься?» Успокаивал Эдуард девушку. В этот момент неожиданно из-за деревьев выскочили 3 школьницы класса 4. Подбежав к молодым людям, они затараторили, охваченные страхом и тревогой. «Помогите, пожалуйста!» «Что случилось?» – в недоумении спросил Эдуард. «Там неподалеку маленький заброшенный домик. Мы шли из школы и услышали, как там котятки пищат. Бедненькие, они, наверное, маму потеряли. Кушать просят», – перебивали девочки друг друга. «А мы не можем дверь открыть. Дяденька, пожалуйста, спасите котят. Они ведь там погибнут от холода и голода. Помогите!» – взмолились девочки. Эдуард в замешательстве смотрел на бледные взволнованные лица девочек, умолявших его о помощи. И вдруг перед его глазами всплыла картина из детства. У Эдика был котенок, которого ему принес однажды отец. Ему было в то время лет 6. Мальчик очень любил своего рыжего котика и старательно заботился о нем. Но однажды его пушистый друг залез на дерево, а спуститься обратно никак не мог. Эдик в отчаянии стоял под деревом и громко плакал, понимая, что не сможет спасти своего малыша. В этот момент мимо проходил мужчина, который заметил плачущего мальчика и поинтересовался у него, что стряслось. Узнав причину детских слез, мужчина, не раздумывая, залез на дерево и достал оттуда напуганного котенка. Во время спасения Пушистика прохожий порвал свою рубашку, но это его ничуть не расстроило. Он с доброй улыбкой на лице вручил всхлипывающему Эдуарду его дрожащего милого друга и ушел, велев беречь котенка. Эдуард долго смотрел вслед мужчине благодарным взглядом и был уверен в том, что он настоящий герой. «Эдик, ты помнишь о том, куда мы опаздываем? Глупо тратить уйму времени на каких-то котят, когда нас ждут в ресторане!» Вывела Лилия жениха из состояния задумчивости. «Лилечка, милая, ты иди сама, а я скоро тебя догоню. Поверь, это не займет много времени. Через 10 минут я уже буду на месте». «Ну уж нет, я не собираюсь заходить в ресторан в одиночестве», – возразила девушка, пылая от досады. Девочки захлопали в ладоши и повели Эдуарда и его сердитую невесту к заброшенному домику, который действительно находился совсем рядом. Мужчина сразу понял, что это был за дом. Во времена его детства в нем располагался пионерский штаб. Эдуард потянул за дверную ручку, но дверь не поддавалась. Она была крепко захлопнута.
Мужчина долго старался открыть неподдающуюся дверь. Пришлось приложить максимум усилий, после чего дверь все-таки отворилась. «О, Боже!» – воскликнула вдруг в панике Лиля. «Ты только посмотри на себя! Твоя белая рубашка!» «Уже не белая. Ты испачкался. Как ты в таком виде пойдешь в ресторан? Какой кошмар! Позор просто! Ты все испортил!» Эдуард мельком взглянул на свою рубашку и, махнув рукой, зашел внутрь. Он включил в телефоне режим фонаря и стал светить им по помещению в поисках котят. Но вскоре обнаружил на полу под старым столом 2 младенцев, лежащих в куче отрепьев. Еле слышные звуки действительно напоминали писк котят. «Там что, дети?» – ахнула Лиля. «Давай вызовем полицию и пойдем уже отсюда. Мне надоело торчать в этом грязном, вонючем месте». «Я не могу оставить здесь этих детей. О них необходимо позаботиться. Давай ты сама сходишь в ресторан и поздравишь за 2 Олега с Катькой. И не забудь извиниться перед ними за меня». «Что? Ты с ума сошел? Ты меня подставляешь!» «Пока я не увижу, что дети находятся в безопасности, никуда не пойду», – заявил Эдуард, с вызовом глядя на пришедшую в ярость невесту. «Ты понимаешь, что с этими беззащитными существами может случиться что угодно?» «Ну и оставайся здесь, раз для тебя какие-то брошенные дети, от которых родные родители отказались, важнее, чем собственная невеста и друзья!» Со злостью и обидой крикнула девушка и поспешно ушла. Эдуард бережно взял детишек на руки и торопливо отнес их в машину. У школьниц попросил на всякий случай телефонные номера и велел поспешить по домам. Он положил малышей на заднее сиденье, надежно закрепил и, сев за руль, отправился в ближайшую детскую больницу. Ехать пришлось всего несколько минут, благо больница находилась совсем рядом. По дороге мужчина вызвал и полицию. В приемном покое миловидная рыжеволосая девушка в белом халате забрала у Эдуарда детей и отнесла их на осмотр. Вскоре приехали полицейские. Эдуард в подробностях рассказал им о том, каким образом обнаружил младенцев, сообщил номера девочек, которые приняли их за котят. Осмотр малышей и общение с полицейскими заняли несколько часов. Эдуард не мог поехать домой, не убедившись в том, что дети в полном порядке. На часах уже было почти 10, когда к нему подошла молоденькая медсестра по имени Ангелина и уставшим голосом сказала: «Детей осмотрели, они оба здоровы, проголодались и немного замерзли, но вы не переживайте, их уже накормили и отогрели, а вам тоже не помешала бы чашечка горячего кофе. Сейчас идет процедура оформления малышей. Она займет немало времени. Предлагаю спуститься вниз и выпить кофе». Эдуард согласно кивнул, и молодые люди спустились в цокольный этаж. Ароматный напиток заметно взбодрил мужчину и поднял ему настроение. Эдуарду понравилось пить кофе в компании общительной и улыбчивой девушки в белом халате. Ангелина восхитилась тем, что он не ушел, вызвав полицию, а сам привез детей в больницу и терпеливо ждет, когда их судьбу определят. «Да вы что? Я ничего особенного не сделал, так каждый бы поступил на моем месте», – покраснел мужчина. Вышел из больницы Эдуард уже поздно. Он был уставший, но довольный тем, что передал детей в надежные руки. Мужчина проезжал мимо парка, думая о том, что завтра ему придется звонить друзьям и объяснять им все, что сегодня случилось, ведь Олег и Катя были необычайно злопамятными и обидчивыми. Остановившись на красный сигнал светофора, Эдик невольно посмотрел в сторону ресторана, вход в который как раз отчетливо было видно между молодыми березами.
В этот момент дверь открылась, и на улицу вышла Лиля. Но была она не одна. Девушка держала за руку знакомого парня. Эдик пару раз встречался с ним в компании друзей. Остановившись во дворе, Лиля и тот парень поцеловались. Он по-хозяйски обхватил тонкую талию девушки и стал что-то шептать ей в ухо. Эдуард был шокирован тем, что увидел. Молниеносно по сознанию ударило решение, что Лилия не та девушка, с которой хотел бы он прожить всю жизнь. Рано утром, сразу после пробуждения, мужчина позвонил Лиле и сказал спокойным тоном: «Я позвонил рано, но думаю, что новый день должен начаться с правды. А она заключается в том, что мы с тобой друг другу не подходим, а значит, свадьбы у нас не будет. Можешь забыть о нашей помолвке. Всего тебе наилучшего с тем парнем, с которым ты вчера целовалась у ресторана». Не дожидаясь ответа от бывшей теперь уже невесты, Эдуард отключил телефон и начал собираться. На работе был выходной, но он решил с утра навестить малышей в приюте и узнать о том, что с ними будет дальше. Мысли о брошенных кем-то детях не давали мужчине покоя. Он старался представить себе лицо той женщины, которая осмелилась оставить новорожденных сына и дочку в грязном, заброшенном, холодном месте. Каково же было удивление Эдика, когда в приюте он встретился с Ангелиной. «Здравствуйте, Ангелина!» – сказал Эдуард восторженным голосом, улыбаясь девушке. «Здравствуйте, Эдуард!» – ответила девушка смущенно. «Не ожидала вас здесь увидеть». «То же самое могу сказать и про вас. Я пришел поинтересоваться судьбой малышей. Как они?» «Мне тоже после вчерашнего не сиделось дома. С ними все в порядке. И их мать уже нашли. Ею оказалась приехавшая из провинции 20-летняя студентка, которая живет в общежитии. Она уже написала отказ от детей. У девушки нет ни жилья, ни денег, ни родственников. Малыши ей не нужны. Печально», – вздохнула Ангелина. Эдуард был шокирован услышанным. В глубине души он надеялся на то, что детей заберут родители, но теперь их ожидала незавидная участь. Мужчина заметно расстроился, но потом успокоил себя, подумав о том, что им будет намного лучше в доме малютки или с приемными родителями, чем с такой матерью. «Ангелина, здесь неподалеку есть хорошее кафе. Если вы никуда не торопитесь, мы могли бы выпить по чашечке кофе и просто поболтать», – предложил Эдуард, понимая, что не хочет расставаться с новой знакомой. «Я с удовольствием», – ответила Ангелина, обрадовав Эдика. «Утром я не позавтракала». Эдуард и Ангелина несколько часов просидели в кафе. За это время они успели обсудить отечественную медицину, образование, рассказать друг другу о своих увлечениях и планах на будущее. Молодые люди общались так, словно были знакомы не первый год. С каждой минутой Эдуард все яснее понимал, что Ангелина – это та девушка, с которой ему хочется проводить все свое время. Он взял у молодой медсестры номер телефона и в тот же вечер позвонил ей. Они общались всю ночь и попрощались друг с другом только на рассвете. Мужчина весь следующий день сиял от счастья на работе, понимая, что по-настоящему влюбился. У молодых людей стремительно начали развиваться отношения, в которые они оба окунулись с головой. Только одна мысль омрачала душу Эдуарда. Касалась она найденышей, от которых отказалась их собственная мать. Мужчина считал себя причастным к их судьбе и постоянно думал о том, каково приходится детям в государственном учреждении. Немного позже он начал задумываться об усыновлении близнецов. Спустя несколько месяцев
Когда отношения между Эдуардом и Ангелиной перешли на новый уровень, мужчина решил поделиться с любимой своими мыслями и планами насчет детей. «Ангелина, давай завтра навестим малышей», – предложил Эдик. «Это хорошая идея, я тоже думала как раз об этом», – призналась девушка. «Мы с тобой никогда не обсуждали, сколько детей хотели бы иметь», – начал осторожно Эдуард, прижимаясь к щеке Ангелины, которая лежала рядом с ним в постели. «Лично я мечтаю о том, что в моем доме будут звучать звонкие детские голоса, чем больше, тем лучше». Ангелина мило улыбнулась. «Ты, очевидно, хочешь 2 футбольные команды, мальчики против девочек». «Не отказался бы. А еще я хочу усыновить близнецов». «Ты серьезно?» Радостно воскликнула Ангелина, резко подняв голову и изумленно глядя на замершего в ожидании мужчину. «По правде говоря, я сама тайно мечтаю об этом с тех пор, как впервые увидела этих детей. Я всей душой привязалась к малышам и не могу допустить того, чтобы они росли в доме малютки». Эдуард был настолько счастлив, что крепко сжал девушку в своих объятиях и покрыл ее лицо нежными трепетными поцелуями. Через 3 дня пара подала заявление в ЗАГС, а через 1,5 месяца у Эдуарда и Ангелины состоялась свадьба, на которую были приглашены только самые близкие. Молодожены сразу начали собирать документы на усыновление и готовиться к появлению в их доме сына и дочки. Несколько месяцев спустя они смогли получить законное право воспитывать близнецов. Вскоре маленькие Маша и Петя переехали в дом, который стал для них родным. Так Эдуард обрел свое счастье, которое оказалось долгим, вдохновенным и пленительным.